Сегодня я хочу поснимать на вот эту камеру. По возможности я с собой взял там телефон и второй телефон, роутер, воды взял, всякие крепежи, тряпки. Посмотрим, что получится. Что-то как-то педали задирает, непонятно почему. Вообще ехать неудобно. Может быть, вот на второй насос поставить. И жестко. Может, я шин перекачал, блядь. Научиться эти повороты делать. С педали скидывай на скорости, так ебешься и все. Подвеску слабже. Твердый получается. Я даже по спидометру не вижу, в траску видел. По полям. Лился клеит к вам. Сейчас я в очередной раз упал на 0 км в час. Видимо, настройки виллога подгрузились. Я не понял, из-за чего я так. Я, короче, на него сел, а он взял, отключился. Короче, по бездорожью херачу. Даже не спрашиваю. Как говорится. Здравствуйте, девочки. В общем, такая история. Сейчас попробую. Едем, короче, потихонечку. Проверка связи. Жестко что-то я как настроил. Поверхность стало сложнее ехать. Так хотя бы едешь. Хотя бы можно покататься без всякой малышни. Попозже, может, что-то поснимаю еще. Как на том же месте вставал. Я думаю, на покрышках 100 километров наехал, накатал. И привык уже к сцеплению такому. Я их жестко подкачал, так и они такие, знаешь, меня прям взяли и потащили. Вот такая дорожка. В самом начале я вообще по такой дорожке даже ездить не учился. Трясло жестко. Сейчас нормально, кажется. Вот тоже место. Часть вторая. Вот то место, где я пытался на него скачить. Вот там я палатку ставил. Там еще дерево такое с руной. Попробую сейчас встать на колесо. И вы знаете, мы поехали. Нормальное место. Дочь со мной кататься. Вообще не париться. Такую дорожку нашел, очень прикольно.
Это откуда я шел, я правда там шел. А вот еще. Я уже говорил ранее, что по ровной дорожке даже как-то сыкотно ехать. А по бездорожью даже проще немножко. Как-то посложнее. Но вот педали почему-то так как-то чувствуется получше. Больно. Еще 9. Еще у меня привычка от того, что я офигеваю, рот открывать. Надо рот-то закрывать, то язык прикусить можно. Тут такой котлован жесткий. Чуть не упал. Котлован, он там, по-моему, жесткий. Жесть. Пора это можно. Но ноги гудят прям сразу. Сейчас 13 уже иду. Ветер такой сильный. Такой кайф получаю. Язык постоянно достаю. Я думал вообще капу ходить, наверное. 15 лет. Rocket League. Тренировка проходит как. А потом жесткий набор. Кто хочет сбросить вес, обращайтесь, я вас, короче, научу ездить на моноколесе. Такая тряска вообще. Едем, в общем. Ну, давай дальше поедем. У нас тут новая локация открылась. Надеюсь, тут мин нету. Непредсказуемая дорожка. Что тут интересного? Там что? Грязище, что ли? Вода уже. Обратно сюда. Вот так. Оттуда сюда. 100 километров дома я накатал. Хотел еще показать. Вот такой себе это сделал. Металлический, короче. У тех ножка сломалась. Собрал из того, что было. Тут раз, два, три, четыре общие части. Вот сейчас на нее установлю. Хочу это немножко заснять. Второй телефон вот так вот повесил. Ну, тут спидометр смотреть и всякие функции на колесе включать. Вот вообще жестко. Ну, уже научился. У меня вот челюха еще. Так. Мне кажется, full gadget. Full face.
так не так уж и жарко. Но мне почему-то так нравится. Сейчас еще и попить захотелось. Сколько уже? По времени уже. Ну, 15 примерно. 13-15 так вот. По такой дороге. Ну да, 15. Ну а кто кроме меня вытащит меня на улицу? Ну выйти, конечно, было очень тяжело. И какой-то страх, вот, когда же, вот я помню, когда у меня велосипед был, страх упасть, короче, даже не встав на него. Такое постоянное ощущение было. Вот тебе и привет, девочки, бля. Все эти съедают. И то я сейчас на жесткую качал по максимуму. И ветер сильный еще. Ну все, пофиг. Я херачу. Мир подождет, я херачу, как говорится. Поворачивать пока резко. Ну, на такой поверхности. Видимо, я просто перенос тела не делаю. Например, если налево поворачиваю, то правый надо. А я еще и левый подруливаю, мне поэтому получается радиус больше. Ну, приучить себя очень тяжело сразу. То, что дома накатал, в привычку вошло уже. Что сцепление с поверхностью всегда есть. Что уверен, что за что-то можно взяться. За стенку там или об диван башкой. Кто, может, смотрел медлей микс, который я написал в программе GarageBand на iOS. Так вот, буквально 27-28 примерно в этой программе вышел sample pack и различные драм-лупы, ну, по отдельности каждый ударный, там синты в стиле drum and bass. Направленность была именно такая. Но мне не хотелось сделать это более жестко, как я уже объяснил в самом начале. Я не хочу уходить в жесткую тему. Ну, такую как бы долбилово одно. Мне хочется именно придумывать какие-то новые экспериментальные моменты для того, чтобы их можно было потом из 10, из 20 выбрать там 2, допилить их до конца. И можно даже не допилить, потому что качество достаточно хорошее, если его никак не
обрабатывать еще дополнительно. Оно годное. Так вот, самое интересное, что вышел пак в стиле Drum and Bass. Ну, все, как говорится, не случайно, как я говорил в первом влоге. Кто не смотрел, можете перейти и посмотреть там предыдущий ролик, где я только начинаю. О, сейчас палка попала в колесо. Где я только начинаю учиться, где на меня напали два мужика, которым не понравилось, что я учусь в парковой зоне, где стоит памятник. Так вот, смотрите обязательно и приходите потом на Midley Mix, послушайте его, поймете, в чем смысл моих именно мыслей вот на тот момент. И они как бы вот так-то ранжируются, по сути. Как я все это вижу, так все это и происходит. Но самое интересное, вот как я его выложил и поставил специально хэштег Apple, чтобы они, может быть, их менеджеры посмотрели там. Потому что в большинстве своих случаев ни одного микса на этой программе я не видел. Либо ремейки, когда переделывают под себя, ну, известных исполнителей, и просто их под них подделываются. А своего нормально ничего, только либо долбилка какая-нибудь на уже готовом синте под бит, либо просто какая-то размазня. Отдельного никто ничего не делает. Так вот, как я выпустил, буквально через несколько недель они выпускают Drum and Bass пак. Совпадение? Да, и вы хором скажите, не думаю. Конечно, не думаю. Почему именно сейчас понадобился Drum and Bass? Потому что пришли новые руки. Пришли люди, которым попсы будет очень мало. Из попсы делать что-то стоящее, танцевальное, но это как на балалайке играть Drum and Bass или брейкбит. Можно, конечно, играть на балалайке Drum and Bass и на гуслях тоже, но при этом надо еще хотя бы битбокс делать, а не каждый битбокс рекламирует. Мотайте на ус. Лилс здесь. Lil Spy 89. И ноги, и пресс, и спина, вообще все напряжено. По болоту. Я туда не поеду. Уже как бы поворачиваю поувереннее. Уже, наверное, 2 часа катаюсь. И кататься не могу, блин. Сейчас тестирую полностью закрытый шлем. Смотрю, как чего. Вот такая дорога. Вроде нормально. Вот здесь, например, я вот так поворачиваю. Нормально же поворачиваю. А как полностью развернуться на 360? Что-то меня кому-то центробежные силы куда-то вытаскивают. Я 3 раза уже упал. Один раз вообще я просто ногу с педали убрал. Проверить, там ли она или не там стоит. В итоге прям назад и такой. Не разбился. С 20 километров упал. Как на кровать. Так, косточкой. Хорошо защищает.
Без защиты вообще. У меня в раз, когда я только учился, вообще, что я хотел сказать? Я обратно шел пешком и волок за собой колесо. А меня школьники спрашивают: а что, оно село? Не стал говорить, что у меня ноги вообще в хлам. Я пришел когда домой помыться. Душ залез. У меня ноги вообще такие черно-синие, от этих синяков различных. Я чуть не офигел. Вот это да. У меня таких синяков еще с времен скейтборда не было. Ну, какие-то синяки на брейке, я помню, получал. На скейте больше, конечно. Но на этом вообще у меня просто ноги все синие были. Потом там поеду. Не, там просто газ написано. А я подумал, да, с педали ногу убрал и все, слетело. Ну что, сегодня как бы справляем начало лета. Вышел. Хотел 1-2, там что-то дождь был. Не получилось. Ну, зато сейчас вышел с кайфом. Нагоняем и все вообще. Сейчас пробую разворачиваться. Вот уже радиус получается маленький. Надо много так вперед делать. Ну да, заносит, блин. Жестко. Ногу прям выбивает вперед. Бля, там уебался. Надо поворачивать, но, блядь, как-то не уверенно. Нападал сегодня, конечно, нормально. Вот такие подоебины постоянно. Больше падал из-за поворотов. Короче, меня выбивало. Мои Apple Watch вот такие. Где-то в 3 часа вышел. Такие просторы. Сегодня ветер поднялся. Видимо, завтра будет дождь. Ветер такой основательный. Но я все равно весь мокрый. Периодически буду выходить кататься. Прикольная тема. Поеду домой. Сейчас поверну нормально. Непроходимо здесь. Просторы.
Как это все будет. Вот и выехал из леса. Что с дорогой? Какая-то дорога. Вот обратно ехал встречный ветер, и перекачанные покрышки почему-то как-то болтает на моноколесе. Нет устойчивости какой-то. Вот сижу, смотрю видосы, как катался сегодня. Вот. Пока взмыленный такой. Ну, немножко отошел уже. Сегодня удачно катался. Единственное, что мне непонятно пока, почему побалтывает так на ровной дороге. На ровной дороге сложнее ехать, чем... И главное, фуры сразу везде. Прикольно, конечно. Ну, такое незабываемое чувство. Адреналин, конечно, прям играет. Вначале вообще прям было прям очень страшно. По лесу проще ездить. Даже круче. Едешь, кайфуешь, ни о чем не думаешь. Там постоянно эти кочки, они тебе не дают расслабляться. А на ровной поверхности, я так думаю, надо шины подспустить немножко, чтобы не так как-то поболтал по сторонам. Я не помню, почему так происходит. Надо узнать. И еще надо настроить. Еще первый раз, когда я прям присел, включил, что-то понастраивал, присел на моноколесо, и оно, короче, отключилось, я назад прям упал. Но я сегодня раза 4 упал вообще. На поворотах, я учился как поворот делать, упал. Меня вынесло как бы в другую сторону. Но так упал-то из-за того, что дорога сама там неровная и заносит. И из-за этого получается такая бельберда. В целом поездкой я доволен и могу сказать, что будем заниматься, продолжать делать. Также Музон еще, то, что я рассказывал ранее, обновилось приложением до дополнительных там ассетов, связанных с драм-н-бейсом. Ну так странно, знаешь, выпустил танцевальную музыку, их тегнул, и прям под 1 июня они делают такой подарок, драм-н-бейс пак, целый там басы, ударные, офигенно вообще. Посмотрим, что из этого получится. Я уже начал какой-то музон делать, вскоре медлей миксы еще 2 сделаю, 3, и буду так продолжать, потом буду их вписывать в ролики. Ну а что, свое всегда лучше, я думаю. Да, потом это все пишется же на трезвый, поэтому от каждого трека прям кайфуешь. Вот. Он прям заряжает. Ну, то есть, это не объяснить.
есть какая-то определенная нота души, вот сегодня она такая, завтра она такая. Если ты ее слышишь, она тебе нравится, она вызывает чувства. И каждый раз, когда я слушаю, меня это вызывает чувства, а это дорого стоит. Лайк ставь, обязательно подписывайся на канал. Всем до новых встреч.